суперважная, духовная. Без нее, собственно, человек не видит, не слышит, не ощущает ничего, что происходит ни с ним, ни в окружающем мире. Один интеллект в пустоте, да, вот, без духовной чакры. Да, его основные функции: восприятие себя, ты кто такой, хороший или плохой, окружающего мира, от него нужно сбегать или им наслаждаться, использовать на полной мощности возможности, и управление собой. По восприятию себя, что хорошо, что правильно, все должно быть классно. Да? Человек должен наслаждаться собой, на полную мощность использовать свой потенциал. Ничтожество, во мне ничего хорошего нет, паршивый я щакал. Человек страдает, никаких целей высоких не ставит, обречен. Гордыня. На всех смотрит высока, ничего хорошего построить не может. Он не может выйти на классные взаимоотношения, да, если у него слишком высоко задран нос. Да, поэтому то, что мы рассматривали на занятиях там, КФЛ, на других, да, что нужно? Динамичная самооценка. Я уважаю себя за то, что я изменяюсь к лучшему. Если я изменяюсь к лучшему, вопрос времени, когда все проблемы будут решены, все возможности, достоинства раскрыты, возможности использованы. Я уважаю себя за то, что изменяюсь. Адекватная самооценка, знаю свои недостатки, с чем работать и что обходить, достоинство, на что опираться. Да, что дает наслаждение и ведет к успеху. Может, если ты будешь умным, правильно это будешь использовать. Но это основное. Негатив в свой адрес запрещен. Задача человека — научись себя правильно оценивать, понимать себя. Ну, в конечном итоге, по восприятию, это наслаждаться, пробуждать максимально возможную энергию. Вот как сделать, чтобы человек к себе относился классно, вне зависимости от того, какие у него есть проблемы. Динамичная самооценка, вот она дает такую возможность. Себя можно уважать и необходимо уважать. И думать о себе хорошо и все остальное. Когда? Когда вот работает эта схема. Неважно, сколько проблем. Если ты их признаешь, ты адекватен. Если твоя цель шаг за шагом их все убрать, ты молодец. Большинство на это не способно. Да, если ты признаешь, что ты душа, у тебя есть потенциально море возможностей, талантов, достоинств, уже намного лучше, чем ничтожество, которое не верит в себя. Твоя задача раскрывать все это, ты молодец. Мало кто это может. Поэтому, если у тебя задан вектор движения, проблемы убирай, достоинство раскрывай, ты идешь по уровням вверх. По уровням вверх и по очищению своего сознания и своей судьбы. Если у человека этот вектор не работает, то, как правило, проблемы сами накапливаются, достоинства постепенно растворяются, если не тренироваться. Ну, любой спортсмен перестал тренироваться, форму теряет. Иностранный язык перестал использовать, выветривается. Взаимоотношения перестал поддерживать, заканчиваются. Если ты не хочешь познавать себя, ты не понимаешь, что тебя воодушевляет, зажигает огонь, вот естественным образом ты с этим родился. У тебя уже это есть в душе, просто найди ключи, нажми кнопку. А если ты этого не делаешь, у тебя есть возможность зажечь огонь легко, но ты этого не делаешь. Почему? Ну, тебе не хочется смотреть на свои достоинства. Да? Поэтому человек, который не понимает себя, не изучает себя, он не знает своих недостатков, поэтому, извините, вляпывается и обижается на судьбу. Он не знает своих достоинств, поэтому он не знает, на что опереться, и он не реализует вариант лучший из возможных. Какие бы решения вы ни принимали, они будут опираться на вашу самооценку. Я смогу или не смогу, я имею право или не имею права. Если самооценка хромает, то решения будут неправильные. Да, возможности будут упущены, или человек замахнется на то, что реально не способен реализовать. Да, поэтому, когда человек понимает свой потенциал, правильно себя понимает, тогда его решения эффективны. Если нет, он проигрывает. Он неправильно рассчитывает свои цели, силы, недооценивает или переоценивает. Вторая часть духовной чакры — это восприятие окружающего мира. Также в глобальном плане влияет на все, что происходит с человеком. Да, если мир плохой, в этом мире нет счастья. Если мир — это 1000 возможностей, воспользуйся им. Предназначен для счастья — будь счастливым. Предназначен для страданий — страдай. Да? Поэтому крайне важно, как человек отвечает на эти вопросы. Ответы должны быть позитивными. Да? Это шикарная возможность, предназначена для развития, для борьбы, для того, чтобы ты создал как можно больше благ, насладился этим миром. Вот и реализуй эти программы. Автоматически вот эти представления влияют на те решения, которые принимает человек. Любая ситуация. Сражаться или сбегать. Зависит от того,
Да, вот мир, да, вот ситуация, это часть этого мира. Это угроза или это возможность? Если человек заблуждается, то он сбегает от возможностей и нарывается на неприятности. Если его представление адекватное, он использует возможности и думает, как правильно вести себя в ситуациях напряженных. Мир поворачивается к вам темной стороной. Что такое уязвимость? Вам страшно, обидно и так далее. Негативные внутренние реакции, зависимость. Все, вы становитесь рабом вот этой темной части мира. А что нужно наработать? Да, вот то, о чем мы говорим. Неуязвимость. Тебя мир пугает, ну или как-то пытается вывести из себя. Ты говоришь, нет, у меня внутри все будет сиять и все сильнее. Да, он тебя пытается поставить в зависимость, говорит, нет, ко мне вот эта грязь не должна прилипать. Я иду классным процессом, достойным людям, к самым лучшим результатам. Да? А вот по отношению к тем, кто мешается, хочет прилипнуть, высосать твою жизненную силу, энергию, средства, ты учишься быть неуязвимым и защищенным. Следующий блок вопросов, третья часть, да, функций, да, и возможностей, которые есть в духовной чакре. Да, это управление собой. Там различные механизмы рассмотрим чуть позже. Ну, по крайней мере, ключевые моменты вот этой структуры, что значит человек управляет собой. Чтобы управлять, первое, нужно быть подключенным к источникам информации, обратной связи. Вот самоконтроль, да, вот духовная чакра, там, через систему внутренней концентрации, вот по духовной чакре, там белая такая дымка, надеюсь, медитация, помните, да? Вот вы распределяете внимание на ощущения в теле, тогда вы можете получать вот эту информацию. Да, если вы зацикливались, меня смертельно обидели, подключились к боли, ничего остального не видим, ни мир, ничего хорошего в себе. Да, если мы подключены к себе в целом, мы смотрим, проблемка, убираем, не хватает света, усиливаем. Да, есть цель, там нужно такое-то состояние, значит, даем команды на постройку под нужное состояние. Но первое — это восприятие себя. Да, тогда у нас есть информация, понятно, на что реагировать. Второе, у нас должна быть цель, модель. Мы к чему идем? Вот что правильно, что неправильно. Неправильно убираем, правильно усиливаем. У нас есть цель-модель, сравниваем с той информацией, которую получили, принимаем решение. От чего освобождаться, что формировать. Ага, поняли, какие решения. Дальше усилия воли, соответствующие команды или образные команды, волевые команды. Мы отдаем себе нужные команды, скажем, ну, я спокоен, я расслаблен, я разжигаю поток, шар-крест, или что нужно. Да? И человек учится жить в том состоянии, которое даст ему максимум силы, наслаждения, выключит все проблемы. А следующий шаг — уже перестраивать свое состояние, свои жизненные роли в соответствии с ситуацией. Но вначале нужно выключить негатив, потому что это в целом вот такие клешни, которые держат человека всегда в одном и том же состоянии. Там он, предположим, всегда зажат или в печали, он не может из этого вырваться. Когда клещи отцепили, да, он спокоен, все, его привычка негативная не держит. Да, дальше нужно позитивное поработать, чтобы тоже не очень сильно держало. Да, тогда у него появляется свобода выбора жизненных ролей и состояний, в которых он живет. Но в любом случае основа — это покой, негатив тебя не жмет. Это базовое состояние поток шар-крест, это нужно в любой позитивной роли. Да? Много энергии нужно всегда. Это всегда лучше, чем энергии не хватает для того, чтобы дышать. Да? А дальше уже пошли там подробности. Совершенство, суть в чем? Базовое состояние покоя и свет. Почему базовая основа для любых других позитивных, сильных, классных состояний? Да, нет проблем и море энергии. Да, поэтому основа, база. А до совершенства в жизни есть разные роли. Там, ты влюблен, ты общаешься по душам одно, ты поэт, ты творишь. Ты общаешься не с человеком, да, ты с листом бумаги общаешься с тонким миром. Да, пожалуйста, другая ситуация. Ты на ринге. Здесь как бы не до тонкой настройки, так оно или не оно. Реакция должна быть мгновенной, да, во многих случаях автоматической, да, это другое состояние. И вот эти состояния, они уже соответствующим образом формируются, да, вот как должны работать наши центры, там, какие должны подключаться атрибуты. Ну, если воин, так воинские, да, если там, поэт, значит, творца или другие. Да, связи с силами различными. Вот до совершенства, когда человек по различным ситуациям, по различным функциям понимает, какое состояние даст ему наибольшую отдачу. Через настройку программ, да, через подключение к силам, через системы, атрибут, вот весь комплекс. Да, ну, сначала осваивается там, теория, дальше медитация, дальше самоконтроль в жизни. Да, если есть желание, то есть действие. Если есть действие, то есть результаты.
Да, как смотрим переполнение энергии, значит цель достигнута.